по жизни? Оптимист, реалист или пессимист? Напишите, пожалуйста, ваш ответ в комментариях, ну а мы продолжим. Меня зовут Дамира, и сегодняшнее видео будет посвящено осени и состоянию во время нее. Осень уже наступила, а вместе с ней пришло это никчемное состояние, когда жить хочется чуточку меньше, чем обычно. Последние теплые дни дают скоро попрощаться с летом, а за этим мгновением следуют бесконечные серые будни, эдакий день сурка наяву. И как бы ты ни смотрела на ситуацию с точки зрения позитивно, объективно или негативно, ситуация в корне своей не изменится. Осень обязательно наступит, а за ней обязательно наступит еще более холодная и зябкая зима. Мышление и силы мысли это обстоятельства не поменяют, но они могут запросто изменить твое отношение к ней, то есть являться таблеткой плацебо. Ввиду обстоятельства тонкой душевной организации и склонности к меланхолии, я вынуждена смотреть на ситуацию глазами отчаянного оптимиста, потому что ну а как иначе? Надо заставлять себя переосиливать, романтизировать осень, фотографировать по-своему, пересмотреть сумерки, выходить на улицу, даже если не хочется, и делать эти гадские 10 тысяч шагов, даже если у тебя нет никого рядом. Эту осень я встречаю в очень гадком состоянии, когда меня съедает тревога изнутри. И отличной таблеткой от нее является самая обыкновенная ходьба. Я выхожу на улицу и долго гуляю, пока не выполню свою норму. Конечно, тебе не будет хотеться жить, если ты сидишь 24/7 дома. Оттуда и появляются депрессивные мысли и желание лежать еще лежачестее. Никогда не стоит верить той дури, которая приходит тебе в голову, когда ты долго сидишь дома. Это обман от твоего собственного мозга. Нужно делать хоть что-то самостоятельно, руками. И если нет мотивации делать что-либо сегодня, значит, это нужно сделать без мотивации, но сделать. Мы очень недооцениваем самое важное мнение, и это мнение наше. Пока ты не внушишь себе порядочные мысли, ты никогда не сможешь поменять себя. Пресловуто, заезженно, глупо. Называйте как хотите, но это мое мнение. И я надеюсь, что кто-нибудь меня услышит и поймет. Так уж получилось, что этой осенью со мной никто не может гулять. Плюс я работаю из дома, и внезапно я заметила за собой, что крайне редко стала выходить на улицу. Чтобы исправить это недоразумение, я решила устроить себе челлендж, аскезу и преодолевать 10 тысяч шагов ежедневно, что соразмерно 1,5-2 часам умеренной активности. Я стала чаще выходить из дома, потому что у меня есть цель на день. Благодаря этому действию я стала замечать следующие осенние метаморфозы вокруг. Желтая опавшая листва, миграция птиц, мрачные осенние закаты. И, конечно же, я документирую это для вас. Я обеими руками за
романтизацию жизни. Ведь пока ты сама не поверишь, что твоя жизнь красива и в какой-то степени сказочна, в это никто не поверит. Поэтому считаю красивым снимать и делиться с вами этими кадрами, которые, на мой скромный взгляд, обладают своим шармом и аутентичностью. По крайней мере, мне так кажется. Благодаря этой, казалось бы, небольшой привычке я стала ощущать себя лучше. Как и сказала в начале видео, прогулки помогают мне справляться с тревожностью, от которой я явно мучаюсь в последнее время. Помимо этого, общее настроение стало лучше, и я реже стала чувствовать себя уставшей. Я пока не могу позволить себе зал с тренером, но при этом я могу заниматься активностью и бесплатно, ведь главное — желание. Так в моей жизни дополнительно появился еще и бег, чтобы мозг вспомнил, что такое здоровый дофамин. Пока я только ввожу бег, но влияние на психическое состояние я уже наблюдаю. И оно положительное. Вообще, это, конечно, абсолютная база, когда мы говорим об активности, она должна быть в наших жизнях ежедневно, абсолютно нормально. Выходить на улицу, дышать свежим воздухом и никогда не доверять мыслям, которые возникают в четырех стенах. Но, с другой стороны, мы так забиваем на это. Живем в такое безумное время, когда сложные вещи понятны очень многим, но в то же время основу основ мы не понимаем. То самое главное в жизни — это выстроить баланс, который держится на 3 китах. Это сон, активность и питание. К сожалению, многие из нас, включая меня, забивают на эти вещи, при этом переходя уже к чему-то сложному. Хотя на самом деле начинать нужно именно с этих 3 озвученных мною пунктов. Я надеюсь, что кому-то отозвалось это видео. Цель данного видеоролика — немножечко заземлить, поделиться мыслями и прочее тому подобное. Если вам отозвалось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал. Ну а если это видео вам не отозвалось, то я могу сказать, что я очень рада за вас, потому что вы наверняка более здоровый человек, чем я. И в принципе более осознанный, чему я завидую. Поэтому вы большой молодец, и я желаю и вам, и в принципе всем, кто досмотрел до этого момента, всего прекрасного, отличного и замечательного. С вами была я, Дамира. Увидимся уже очень скоро. Всем спасибо, всем пока.